Привет, любители Тикук! Недавно всплыло видео крупным планом с Тэхёном и Чонгуком. На кадрах Тэхён явно сопровождает Чонгука, когда тот выполняет свои обычные упражнения. Тэхён не появляется на видео как простой наблюдатель, он наклоняется близко и внимательно стоит рядом с Чонгуком. Очевидно, что он там по собственному желанию, готовый помочь, если Чонгук в этом нуждается. Такое отношение было неотъемлемой частью их отношений. Такие моменты еще больше подтверждают то, что многие уже знают, что между ними есть особая связь. Что делает это видео еще более особенным, так это отсутствие официальных камер или сотрудников. Другими словами, они не снимают для программы, а просто репетируют в частном порядке. Тем не менее, они продолжают вести себя как обычно, заботясь и поддерживая друг друга. Это показывает, что их поведение не меняется, когда нет зрителей, что придает дополнительный вес тем, кто верит в их подлинность связи. Однако не все восприняли это видео одинаково. Некоторые начали утверждать, что изображения нереальны, что все они созданы искусственным интеллектом и что они не происходят в реальном мире. Большая часть этой критики исходит от людей, которые не принимают близость Тэхёна и Чонгука, им трудно поверить, что они могут разделить этот момент без камер или съемочной группы за спиной. Подобные ситуации также демонстрируют естественность их взаимодействия, им комфортно друг с другом, и это заметно даже в таких мелочах, как занятия спортом. Для многих это еще одно доказательство того, что их связь не зависит от окружающей среды или контекста. Хотя всегда найдутся те, кто попытается дискредитировать то, что показано, важно сосредоточиться на фактах. В видео нет ничего чрезмерного или неуместного, вместо этого оно отражает интимный момент между двумя людьми, которые уважают и заботятся друг о друге. И это делает его особенным, ему не нужны эффекты или официальное заявление, чтобы быть значимым. Вид того, как Тэхён подходит к Чонгуку во время тренировки, не говоря ни слова, достаточно, чтобы понять это. Отношения Тэхёна и Чонгука всегда вызывали любопытство и восхищение, их долгое время изображали как близкую пару, и подобные сцены подчеркивают эту близость. Занимаясь вместе в спортзале, они не просто сосредотачиваются на своих тренировках, они поддерживают и заботятся друг о друге. То, как Тэхён держится рядом с Чонгуком, наблюдая и готовая вмешаться в случае необходимости, не часто увидишь среди товарищей по команде. Это забота, рожденная доверием и привязанностью. Чонгук не раз показывал, что есть вещи, которые он глубоко ценит: работа, время, проведенное с фанатами и, конечно же, телефон. Однако недавно произошло нечто, ясно давшее понять, что превыше всего в его жизни есть кто-то другой, кто действительно ценит его. В одной части видео видно, как Тэхён пытается схватить телефон Чонгука, чтобы что-то заснять. Хотя это не совсем понятно, сцена показывает, что в середине движения Тэхён теряет равновесие и падает. Поразителен не только этот инцидент, но и мгновенная реакция Чонгука. Не задумываясь, он откладывает все остальное и бросается к Тэхёну, чтобы помочь ему подняться. В этот момент ему все равно, что он делает, даже его собственный телефон падает на пол вместе с Тэхёном. Эта деталь становится еще более актуальной, когда мы вспоминаем предыдущий момент в Аюшур. Чонгук попал в аварию и упал в воду, но ему помогли сотрудники. Его первой заботой был его телефон, он постоянно спрашивал о нем, явно беспокоясь о том, что может с ним случиться. В этом контексте становится ясно, насколько важна была для него эта личная вещь. Однако, если сравнить два момента, изменение очевидно. В этой новой ситуации его телефон тоже лежит на полу, но Чонгук не проявляет такого же беспокойства. Вместо того, чтобы проверять или искать его, он сосредоточен исключительно на Тэхёне, его приоритет – помогать ему убедиться, что с ним все в порядке, и быть рядом в неожиданные моменты. Эта перемена не просто внешность, он делает это естественно, как человек, искренне реагирующий на то, что для него важнее всего. В данном случае этим человеком оказывается Тэхён. И это подтверждает то, что многие уже почувствовали: для Чонгука благополучие Тэхёна важнее всего остального, даже личных вещей. Когда Чонгук бросился за Тэхёном, не проверяя телефон, он продемонстрировал не просто заботу, а искреннюю опеку.
Это не новость для тех, кто внимательно следил за их отношениями. На мероприятиях, презентациях и за кадром Чонгук всегда был внимателен к Тэхёну. Он сопровождал его, присматривал за ним и помогал ему без каких-либо просьб. Это последнее видео – еще одно подтверждение этой постоянной динамики. Важно также увидеть, что это отражается в их поведении как пары, хотя они не всегда говорят об этом публично, их действия говорят сами за себя. Они не пытаются ничего доказать, их взаимодействие демонстрирует очень высокий уровень доверия и эмоциональной связи. Тэхён, в свою очередь, также неоднократно проявлял такую же заботу о Чонгуке, это не улица с односторонним движением. Их отношения взаимны и сбалансированы, постоянная, безусловная поддержка. Но в этом конкретном случае именно Чонгук ясно дал понять, что как бы он ни ценил свое имущество, есть один человек, который всегда будет на первом месте. Для многих это еще раз подтверждает, что отношения между Тэхёном и Чонгуком не нуждаются в объяснениях, им не нужно постоянно говорить или делать заявления о своей связи. Их действий достаточно, чтобы понять, что то, что существует между ними, реально, близко и глубоко. Во многих видео с Тэхёном и Чонгуком прослеживается повторяющаяся закономерность, это не что-то произнесенное или намеренно подчеркнутое, а скорее то, как они двигаются, когда находятся близко друг к другу, как будто между ними существует постоянная связь, невидимая, но реальная. Независимо от окружающей обстановки или окружающих, их поведение не меняется. Они продолжают естественно взаимодействовать, как будто им просто нужна синхронизация друг с другом. Эта связь очевидна в самых простых жестах. Когда один приближается, другой приближается. Когда один делает шаг, другой реагирует без особых раздумий. Это не спланированная хореография, а общий образ жизни, который повторяется в каждое мгновение, которое они разделяют. Как будто у них общий ритм, способ двигаться, который работает без необходимости слов. Эта спонтанная координация была запечатлена в многочисленных клипах и привлекла внимание своей постоянством с течением времени. Один недавний пример ясно показывает это. На случайной записи Тэхён пытается схватить телефон Чонгука, чтобы что-то записать. Жест быстрый, почти автоматический, как у человека, которому доверяют. Но в разгар действия Тэхён, кажется, теряет равновесие и падает. Реакция Чонгука мгновенна, он бросает все, что держит, и бросается помочь ему подняться. Он полностью сосредоточен, нет никаких колебаний или отвлечений. Он просто реагирует, его приоритет – убедиться, что с Тэхёном все в порядке. Этот момент становится еще более понятным по сравнению с другим инцидентом в Аюшур. В тот раз Чонгук упал в воду, и когда он вынырнул, было ясно, что он глубоко обеспокоен своим телефоном. Он несколько раз упоминал о нем и выглядел обеспокоенным его состоянием. Многие считают эту деталь свидетельством того, насколько он ценит свои личные вещи, однако, наблюдая за его поведением в этой последней ситуации, можно заметить явную разницу. Хотя его телефон тоже упал рядом с Тэхёном, на этот раз он даже не взглянул на него. Его внимание было полностью сосредоточено на помощи человеку, который был рядом. Эта смена реакции не случайна, она демонстрирует иерархию приоритетов. Если в одной ситуации он был в первую очередь озабочен каким-то предметом, то в другой он переживал о нем больше. В другой ситуации единственное, что имело значение, это благополучие Тэхёна. Он делал это без усилий, как человек, знающий, что в данный момент самое важное. Ему не нужно было думать или анализировать, он реагировал на ситуацию такой, какая она была, когда его партнер нуждался в поддержке, и он был рядом, чтобы ее оказать. Такое поведение повторялось и в других ситуациях, это не было отдельным моментом или особой ситуацией. Когда они были вместе, их взаимодействие было совершенно особенным, они естественно прикасались друг к другу, бесстрашно подходили друг к другу и общались взглядами, не ищущими постороннего внимания. Они не играли и не повторяли сценарий, им просто было комфортно вместе, как двум людям, которые хорошо знали друг друга и полностью доверяли друг другу. В этом случае неудивительно, что многие фанаты понимают, что между ними нечто большее, чем просто дружба или близость. Хотя они не часто выражают свои чувства и не делают публичных заявлений о своих отношениях, факты говорят сами за себя.
Дело не только в том, что они всегда рядом друг с другом, но и в том, как они это делают.